1 октября 1999 года в электричке, следовавшей по маршруту Минск-Осиповичи, потерялась четырехлетняя девочка. Пару дней родители самостоятельно занимались поисками, опрашивали продавцов, пассажиров, расклеивали объявления, побывали на каждой станции, но не нашли ни единой зацепки. Ребенок будто растворился в воздухе. К поискам подключились и правоохранительные органы. Тогда сотрудники милиции безуспешно искали ребенка в поездах, на вокзалах и станциях, через СМИ. Пожалуй, не было ни единого в Беларуси человека, который бы не знал о горе, которое приключилось в семье, и не видел эту ориентировку. Увы, все попытки найти девочку были тщетными. В полиции предположили, что малышку могли похитить цыгане. Именно это они и указали в ориентировке. Родителям оставалось только ждать, пока ребенка найдут. Но годы шли, а новостей о пропавшей Юле не было. 21 октября того же года на станции Рязань-2 российские полицейские обнаружили маленькую девочку. Они даже не подозревали, что ребенка ищут в Беларуси. А правоохранительные органы Беларуси, в свою очередь, даже не подумали искать малышку в России. Кто бы мог подумать, что она окажется в другой стране? Кстати, пересечь границу между двумя странами было легко, ведь паспортный контроль отменили еще в 1995 году. Сама Юля вспоминает, как ходила с каким-то дядей и тетей. Были ли они цыганами и как она с ними оказалась, она уже не помнит. События того времени сохранились в памяти только небольшими отрывками. Помнит, что вместе они собирали деньги и прятались от полиции. Однажды, когда полиция заподозрила неладное и решила подойти поближе, пара скрылась, бросив девочку на перроне. Ребенок сообщил, что потерялся, но не смог ничего внятного рассказать о себе, не помнил адреса и не понимал, что попал уже в другую страну. В России поиски ничего не дали. Детство Юля провела в интернате, а потом в приемной семье. Опекунами девочки стала семейная пара с двумя сыновьями 14 и 12 лет. Приемные родители окружили ребенка любовью, теплом и заботой. Но все эти годы мысль о том, что где-то ее ждут биологические родители, не давала девушке покоя. Найти родителей девушки помог ей молодой человек из России, который позвонил в дежурную службу милиции в Беларуси, пишет РИА Новости. Илья сообщил о своей 24-летней знакомой сироте, которая помнит, как потерялась в электричке. Через интернет молодому человеку удалось найти информацию о пропавшей 20 лет назад девочке. Сотрудники МВД связались с девушкой и выяснили, что она помнит о детстве и родных, а исследование ДНК Юлии и ее предполагаемой мамы подтвердило их родство. Все участники этой истории встретились в РОВД Минской области Беларуси. Позже Юля познакомилась и с другими родственниками уже дома. Отец девушки рассказал, что же произошло в тот роковой день, когда ребенок оказался в руках неизвестных дяди и тети. Этот вопрос не давал Юле покоя всю жизнь, и ей было интересно узнать правду. Как выяснилось, в тот день папа Витя собрался съездить в город продать картошку. Семья держала большое хозяйство, что и было основным источником дохода. Маленькая Юля вызвалась ехать с отцом. Поначалу ее не хотели брать, но ребенок так просился, что отказать было невозможно. С рынка Виктор и маленькая Юля возвращались на последней электричке. Что произошло в вагоне, мужчина не помнит. Он уже очнулся избитым, когда его приводил в чувство полицейский. Придя в себя, отец обнаружил пропажу дочери. Ребенка искали, но не нашли. На встрече папа извинялся за то, что так получилось. Все эти годы мужчина жил с мыслью о том, что потерял дочь, и корил себя за ту поездку в электричке. Юля считает, что вины родителя в этом нет, это было нелепое стечение обстоятельств. Юля нашла родителей, когда и сама уже стала мамой, сейчас она воспитывает маленькую дочь. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.